Добро пожаловать на необитаемый остров. Мои два персонажа вот сейчас ночью проснулись, на улице темно, холодно, и у нас еще началась сильная гроза. Им, конечно, сейчас, я думаю, очень страшно. Да, вот видите, у нас еще тут и молния бьет, но им деваться некуда. Спрятаться им сейчас на острове негде. Хотя они вот сейчас, видите, как будто бы спрятались под деревом, но мне кажется, под деревом это еще опаснее. Единственное дерево на острове, если сейчас будет молния, надеюсь, что все останутся живы. И напомню, что каждое утро в 8 часов мы бросаем кубик и исполняем задание на день. В прошлый раз у нас все задания были от плохого бога, практически все задания. Надеюсь, что на этот раз нам повезет и выпадет что-нибудь хорошенькое. Ну вот, это случилось. Я не знаю, видно вам его или нет, но и Джуна ударила молния. У него вот даже мудлетик появился, удар молнии, представляете? Так, а время 8 часов, пойдемте бросать кубик. Напомню, что на сайте не все задания прописаны, и там, где заданий не было, мы с вами сами их придумали. Поэтому, если вдруг здесь не будет задания, то я буду смотреть то, что мы с вами придумали. Итак, воля богов. Та-дам! Игрок. Так, это хороший бог. Ох, ничего себе! Волна выбросила на берег странные коробки. Что же в них окажется? Время шопинга. Не сдерживайте себя. Вы можете выбрать 3 любых предмета из режима строительства или покупки. 3 любых предмета. Так, ну это прям мне бонус, да, это мне прям бонус. Я тогда сейчас подумаю, что мне нужно взять. Ну что, я подумала, классное нам выпало вот это вот задание, да, Бог над нами смилостивился, белый Бог, потому что прошлую серию мы, конечно же, страдали. И прежде чем покупать, я хочу продать вот... Мои находили вот этот вот этюдник, мне просто не хватит денег, я уже все проверила, поэтому я хочу его продать. И сейчас переходим в режим покупки. Итак, первое, что я решила, я возьму им столярный станок, потому что у нас по правилам, чтобы покупать предметы хорошего качества, у Симы должна быть прокачана механика. А хотя зачем? Подождите. Знаете, я подумала и я передумала, потому что сейчас нам эти вещи особо не нужны, но нам нужно прокачивать фитнес, чтобы мои могли плавать на другие острова и нырять за ракушками. Поэтому электричества у нас же нет, я им тогда сейчас куплю боксерскую грушу. Мы покупаем предметы самого плохого качества, так, обстановка и фитнес. А здесь только фитнес. Значит, вот это наша груша. Будем считать, что им прибило, знаете, вот какой-то мешок с палкой. Они не знают, куда его здесь на острове, как его приспособить, поэтому и Джун приспособит его под фитнес. Следующее, что я хочу купить, это палатку, потому что вот сейчас дождь, им холодно, спрятаться негде, но они могут хотя бы, знаете, вот от грозы прятаться или ночью спать в этой палатке. Поэтому я думаю, палатка реально, что ее могло бы прибить, знаете, у кого-то оторвался мешок или с самолета там приносит им еще остатки вещей пассажиров. Поэтому смотрим. Так, первый вариант. Вот у нас обычная палатка. Работает на участке без удобств. Есть еще брезентовая хижина, тоже на участке без удобств работает. Качество у них одинаковое. И мне кажется, я еще одну видела, большую. Я хочу большую. Вот она, видите, тоже по характеристикам такая же. То есть мы ее тоже можем купить. Я хочу такую большую. Так, какого цвета мы возьмем? Какого цвета? Ну, вот такой, мне кажется, подойдет моим. Палатка у нас появляется, палатка, ля-ля-ля.
Скоро заживем. Скоро заживем. Уже, знаете, и дом строить не надо, можно выживать в палатке. И третий предмет, который выбросила нам на остров, нам нужны деревья, поэтому я хочу купить комплект фруктов для новичков. Надеюсь, нам попадется лимон, потому что, насколько я помню, он растет в любое время года. Посмотрим, испытаем нашу удачу. А у нас сегодня посветлеет на улице или нет? Как-то прям совсем темно. Так, Асель, давай, пойдем прятаться в палатке. Ты идешь первая, а Иджун у меня проверит сейчас семена и тоже спрячется в палатку. Давай, Иджун, пойдем, а то тебя молния ударила. А мне кажется, дождик заканчивается, да? Да, дождик заканчивается. А где мои семена? И Джун их уже открыл? Так, проверяем нашу удачу. Так, виноград осень, бананы лето. А у нас зима, друзья, у нас зима, и только через 6 дней весна. Нам опять нечего сажать. Иджуна совсем тут не видно, сгоревшего нашего Иджуна. Значит, какие у нас планы будут? Мы будем прокачивать навык фитнеса Иджуну, чтобы он смог нырять за ракушками и доплыть до соседнего острова. Вы мне рассказывали, что там растут кокосы. Может быть, еще что-нибудь найдем, поэтому вот на эту серию будут планы прокачивать фитнес. А у нас вроде бы уже наладилась погода, да, видите, остров начинает потихонечку светлеть, тучки расходятся, и тогда мои сейчас вот выспятся и будем заниматься делами. Нет, делами мы заниматься не будем. У нас опять гроза. И опять очень-очень сильная гроза. Сегодня получается на целый день такая погода. Если так и будет целый день дождь, то мы сегодня ничего не сделаем. Дождь закончился, вот время 6 часов. Я отправила своих жарить рыбку, они голодные как раз, весь день не выходили из палатки. И все, можно сказать, день закончился, потому что на острове, знаете, они встают рано, чтобы пока светло позаниматься садоводством, половить рыбу, а сейчас в такую темноту я Иджуна в воду не отправлю. Единственное, можно было бы, конечно, растениями позаниматься, но мне кажется, это тоже очень темно для растений, они там ничего не увидят, поэтому сейчас они покушают и будут отдыхать. На сегодня дел у них больше нет. Сказать вам прикол. Сказать вам большой-большой прикол. Я хотела отправить Иджуна позаниматься спортом на эту вот грушу, которая нам сегодня с утра вынесла из океана, принесло с волнами, а она сгорела. Ее шибанула молнией, и она сгорела. А по правилам мы не можем восстанавливать предметы, мы должны их заново, либо крафтить, либо они нам должны вот приплыть из океана, их должно выбросить волной, да. Поэтому все, груши у нас больше нет. Поэтому чем мы будем заниматься? Я не знаю, видно вам или нет. Я Иджуна отправила на пробежку, пусть побегает. У него энергии много, он сегодня ничего не делал. А Асель, она опять в ночи после удара молнии видит своего мужчину-призрака. Она сейчас с ним поболтает. И смотрите, насколько у Асель в голове выстроилось, что этот мужчина существует, да? Как я вам говорила, у нее раздвоение личности, и вот этот мужчина, воображаемый ее мужчина, предлагает ей встречаться. Она, конечно же, согласится. Все, у нас Асель в отношениях. Вот так прошел наш сегодняшний день. Утро следующего дня, время только 4 утра, а мои уже на плантациях.
Как я вам говорила, видите, здесь светает очень рано и темнеет очень рано, поэтому нужно успеть, все дела нужно успеть сделать, пока светло. И Джун проверяет растения. Видите, несколько растений убило грозой, поэтому их придется нам выбросить. А Асель решила посадить новые, чтобы, если опять будет гроза и какие-то растения умрут, чтобы у нас оставались запасы. И Джун тогда сейчас поможет ей с прополкой, а Асель посадит новые растеница и соберет урожай. Дел сегодня у нас очень много. Следующим этапом у нас будет проверка ловушек. Мы вчера не рыбачили и ловушки не проверяли, потому что была сильная гроза, в воду было страшно заходить. Посмотрим, поймалось ли что-то нам за 2 дня. Так, нет, в первой ловушке ничего нет, а во второй, у нас 8 часов. Давайте я ставлю на паузу, идем бросать кубик. Итак, надеюсь, еще что-нибудь хорошенькое. Дерево, нам нужны деревья. Пожалуйста, дайте нам какое-нибудь дерево. Итак, воля богов. Игрок 1-2. Ух ты, что это за штука? Что она делает? Очередная волна вынесла на берег новый объект для развития навыков. Вы не поверите, какие загадочные и странные предметы могут доплыть до берегов этого острова. Удивительно. Вы должны купить 1 объект для развития навыков. Разрешено все, кроме электроники. Преобразователь и станок для переработки отходов исключения. Тарам-парам-пам. Так, навыки. Думаем. И я опять возвращаюсь к тому, что нам нужно что-то, что прокачивает фитнес. Странно, что боксерские груши сгорают, да, наверное, не странно, логично. Давайте попробуем тогда баскетбольное кольцо, может быть, оно не сгорит от удара молнии. Тогда баскетбольное кольцо я ставлю, а грушу перемещаю в багаж. Мы должны по-хорошему, по правилам, из багажа все предметы до 8 часов либо продать, либо удалить. Вот я не знаю, мы ее продадим за 128, насколько это будет правильно. Ну, раз она сгорела, я ее здесь оставлю. Знаете, давайте не буду на нее, правила распространяться на нее не будут. И нам пришло уведомление, что наш остров становится лучше. Это хороший бонус от проживания на необитаемом острове. И я не знаю, как объяснить, да, что нам выпало, что нам берегом вынесло баскетбольное кольцо, но будем считать, что у нас же вот здесь тент стоит, и Джун к этому тенту привязал какую-то нашел от бочки знаете, ободок, привязал к этому тенту и бросает там камешки, бросает камешки в это импровизированное кольцо. Нам для выживания на острове по правилам нужно 7 человек, чтобы у нас было 7 человек, и каждый из них был с прокачанным навыком фитнеса, рыбной ловли и садоводства. Поэтому я акцент делаю на фитнесе, чтобы было где его прокачивать. Асель у нас сейчас тоже плавает. Единственный вопрос, как этих 7 человек получить. У нас есть 2 варианта. Первый – это рождение детей, а второй нам кубиком также может выпасть, что к вам на остров прибился персонаж. Но с другой стороны, кубиком также может выпасть, что один из персонажей погибает. Поэтому рождение детей – это самый действенный способ выживания на этом острове. Но мне кажется, пока еще рано говорить, пока что только у нас Асель. Асель соблазняет и Джуна. Он пока что не готов к детям. Он сам еще у нас ребенок, только недавно повзрослел. Работа есть работа, а обед по расписанию. Мои уже позанимались садом, поплавали, помылись. Сейчас будут обедать. Наконец-то, мне кажется, какой у них первый прием пищи за этот день нормальный, да? Сейчас они у нас покушают и пойдем дальше развивать навыки. Ну, красиво же, да? И пусть весь мир подождет.
Мне кажется, как ни крути, когда ты с человеком противоположного пола на острове, да, и никого больше нет, то какой бы этот человек ни был, плохой, некрасивый, со временем, ну, если, конечно, он не будет делать никаких мерзопакостных действий, да, со временем вы влюбитесь в этого человека. Поэтому Иджун, я думаю, Иджун когда-нибудь он сдастся чарам Асель. А она у нас девочка в этом плане прошаренная. И уже ближе к вечеру Иджун пошел, видите, поиграть в мяч, а Асель я отправила ловить, собирать какие-нибудь предметы на пляже. Нам они тоже пригодятся. Ей уже выпал вот здесь вот глобус. Мы его либо продадим, либо оставим будущим детишкам. Сердца Сулани – это нужная вещь. Дальше из них можно скрафтить будет какие-то предметы, но для этого все равно нужны деревья. Поэтому спорт и еще раз спорт. Асель больше ничего интересного не нашла. Вот еще одно полотенце, рыбку и испорченную еду. И на этом... И я думаю, она устала этим заниматься. Она такая, пойду-ка я попристаю к Джуну. Время еще раннее, да, еще пока светло, пойду попристаю к Джуну. Встретились, наконец-то встретились поболтать. Уже, Джун, спать хочешь, да? Подожди, Джун, подожди. У Асель много интересных для тебя историй, которые она хочет тебе рассказать. Так, Сул-Сул, так, мне знаете, я что хочу? Я хочу, чтобы они полежали, полюбовались звездами. Она к нему так встала попой. И Джун, не поворачивайся, стой. И вот так одни где-то в середине океана на необитаемом острове и Джун и Асель любовались звездами. Новый день. Начинаем с проверки ловушек. Так, ловушка не установлена. А почему? А как эта ловушка не установлена, если вот она установлена? Что вы меня обманываете? Так, Иджун, ладно, Иджун пошел ловить рыбу. У нас заканчиваются запасы. Нужно немножко наловить нам рыбы. Вот у него, получается, нет ни одной. И одна у Асель. Поэтому я сейчас Асель тоже отправлю на рыбалку. И вот сейчас, как раз, пока мы ждем 8 часов, время для бросания кубика, мои будут ловить рыбу, а мы еще с вами посмотрим, что у них с навыками. Так, и Джун. Асель у нас сначала. Фитнес-троечка, рыбная ловля 1, а садоводство на 5. Так, ей нужно учиться рыболовству. А Иджун фитнес уже на 5. Это значит, что по правилам мы теперь можем нырять за ракушками. Рыбная ловля тоже на 5. Так, и что у нас? И садоводство на 5. У него все на 5. Еще столько же, и у нас появится первый прокачанный сим. Останется 6. Останется всего 6 симов для того, чтобы построить лодку и уплыть с этого острова. Так, 8 часов. 8 часов уже побежали бросать кубик. Ну что, как вы думаете, нам повезет еще раз? Давайте. Воля богов. Белый бог посылает вам удачу, и вы, ведомой его волей, находите кладовку белок, а там семена новых растений. Вы должны купить 4 пакета сезонных растений, по одному пакету с каждого сезона. Блин, у нас сегодня счастливый день, У нас выпало, что мы должны купить именно сезонные растения. Вот они: лето, осень, зима и весна. А нам не хватит, они все по 100, да? Тогда сначала нам нужно что-то продать. Что мы можем с вами продать? Глобус? Давайте глобус продаем. Сулани мне жалко, если честно. Вот пляжное полотенце у нас еще одно тоже продаем. Нам нужно 400, еще чуть-чуть прям осталось. Может быть, игрушку тоже? Сколько она стоит? Не вижу. 65. Так, а у Иджуна что у нас есть?
Так, а у Иджуна, ну вот есть пиратская карта, которую вы сказали, что в целом не нужна. Давайте ее и продадим. Все, 460. Идем за семенами. Ля-ля-ля. Так, берем летние, осенние, зимние и весенние. Так, кто у нас их будет открывать? Иджун? Да, мне кажется, открывать их должен Иджун. Давай, открывай. Надеюсь, мы сегодня мы будем более удачливыми, чем в прошлый раз. У нас зима. Еще осталось 4 дня, а нам попалось 3 цветочка, это лето. Рыба почему-то попалась. Груша, друзья, груша растет осенью и зимой. Она за 4 дня успеет вырасти. Давайте одну грушу посадим. Я просто не знаю, сколько времени она будет расти. И остальное тогда у нас пойдет уже на осень. Лук тоже сейчас растет. Смотрите, осень и зима. Давайте тоже один посадим. Рыбка. Колокольчик весной будем сажать. И все. А какие же нам зимние растения-то попались? Только груша. Ну, в целом 3 груши это тоже очень хорошо. Это тоже очень хорошо, целых 3 дерева. И если бы вот не оставшиеся 4 дня, а может быть вырастет, а давайте всю грушу посадим. Всю грушу посадим, я буду надеяться, что она вся вырастет. Я рискованная, да, я рискованная. Так, а Иджуну сначала нужно поесть, да? Давайте тогда сейчас позавтракаем. И Асель, может быть, мне? Да, Асель сможет посадить нам сейчас грушу. Мы сажаем наши первые деревья. Если они вырастут, даже если они нам не принесут... ну надо, чтобы, конечно, принесли плоды, а то, получается, мы просто получим 3 дерева, но нам нечего будет потом сажать. Надеюсь, что за 4 дня хотя бы одна грушка у нас вырастет. От такой радости Асель такая: Иджун, как классно, что у нас теперь может вырасти груша. Так, а ему что-то не нравится, да? Он же у нас, кстати, одиночка, он у нас с чертой характера одиночка, поэтому вот это вот приставание Асель, я вообще не знаю, как у них получилось сформировать хоть какие-то отношения романтические, потому что он у нас не по романтике, знаете. Ему одному хорошо, спокойно, мне кажется, он бы здесь один даже на этом острове хорошо выжил. Но Асель не такая. Она любит общество, она любит мужское внимание, поэтому она всячески к нему пристает. И так как Иджун у нас прокачал навык фитнеса до 5 уровня, он теперь может нырять за ракушками. Я единственное не нашла, где такое действие, нашла только вот здесь вот можно нырять без снаряжения. Поэтому я отправила сюда Иджуна, хочу посмотреть, что он будет делать. Я думаю, знаете, ему самому тоже будет интересно, что в океане есть. Вот они джунгли уже исследовали, нашли дупло белок, и он такой: надо ко мне поплавать еще в океане, может быть, я там тоже что-то найду. Все, надеюсь, мы его не потеряли. Костюм где-то нашел. Иджун, ты где? Могущественный океан. Мало что сравнится с великолепием безмятежного моря. Ну все, Иджуну здесь хорошо, Иджуну на острове хорошо. И вот видите, про что я говорила, он еще и наслаждается одиночеством. Так, ну что, опять ныряешь? Он выплыл воздуха, чтобы набрать, да? Ждем, сейчас вот Иджун выплывет, и я его уже отправлю домой. А то как-то у него мне страшно его оставлять. Видите, силы уже заканчиваются. Пойдем на берег. Ты еще не так хорошо плаваешь, чтобы так долго оставаться на глубине. Поставила их ловить рыбу, а Асель, видите, Асель уже игривая. Она такая: Иджун, ну как у тебя дела? Чем будем заниматься? Погода прекрасная, пойдем сходим в джунгли погуляем или еще куда-нибудь. Она, видите, у нее прям настроение отличное. Бриз Сулани.
Бриз Сулани, почитание культуры острова. Асель чувствует, как ее овивает бриз Сулани, и другие персонажи начинают замечать ее исключительность. Теперь она всем нравится. Вот что значит общаться с духами. Она теперь здесь стала как своя. Мои сегодня проснулись рано, поэтому Иджун уже хочет спать. А Асель, она спала в обед, когда вот мы за ракушками ныряли, поэтому у нее еще есть энергия. Она сейчас пообщается вот с Иджуном, попристает к нему чуть-чуть, знаете. Так, вот у нее было флирт, да? Все, пошли обниматься. Сейчас она с ним немножко пообщается. Вот сразу же стала кокетливой, видите? Хоть у нее и раздвоение личности, вот у нее первая личность не помнит, не знает, что делает вторая, и первой личности нравится Иджун, а второй личности нравится вот тот мужчина с острова. Все. Вот на этой хорошей ноте. Что, обнимаются и обнимаются? Вы чего? Тут я вас хотела спать отправить. И Джун кокетливый. Так, ну нет, тогда давайте еще немножко пофлиртуем, и потом уже отправлю спать. У них здесь прям романтическая обстановка. Шум волн, звезды, пальмы. Все, видите, муа. Она ему сделала муа. А он розочку. Он ей подарил розочку сам, друзья. Все, и Джун сдается. Мне кажется, вот буквально еще несколько дней, и Джун сдастся. Так, ну а сейчас все. Сейчас давайте идите спать. Завтра вам рано вставать. Нужно ложиться вот как раз где-то часиков в 9 лучше им ложиться, чтобы они у меня вставали в 4 утра. Выходи из воды и отправляйся спать. Мои сегодня что-то поспали подольше, должны были встать в 4 утра, но видите, уже 7 час, они только проснулись, сразу же отправляются на завтрак, очень проголодались, хотят кушать, поэтому сейчас позавтракают, и дальше у всех свои дела. И Джун идет ловить рыбу, а Асель заниматься огородиком. Все, достали рыбку. Мне кажется, так, сейчас Иджун, смотрите, Иджун пришел второй, и теперь он сел поближе к Асель. В общем, чувствую, Иджуну Асель начала нравиться. Он хоть и одиночка, но мне кажется, знаете, они просто более медленно сходятся с персонажами, но если какой-то персонаж рядом с ними постоянно, то ему с ними комфортно. Так, а у нас опять дождь. А вы успели пожарить рыбу свою? Так, и Джун вот пытается дожарить, смотрите, на угольках рыбку, но мне кажется, они ее не пожарили. Асель, да, и Асель тоже ничего не пожарила. Поэтому придется съесть рыбу живьем. Давай, Иджун, тебе тоже нужно будет съесть сырую рыбку. Сегодня опять у нас дожди, надеюсь, не на целый день. И так, кушаем, моемся и дальше посмотрим по погоде, чем мы будем заниматься. Пока Иджун тут купается под дождем, наступило 8 часов, и пойдемте бросать кубик. 4-й раз навряд ли нам уже выпадет хороший кубик, да? Сейчас, наверное, все-таки к нам придет злой бог Лампетиока. Давайте, воля богов. Да, я прям как чувствую. 2-1. Лампетиока устраивает на острове шторм. Сильный ветер срывает крышу с вашей хижины, ломает стены и уничтожает растения. Снесите все, что есть на острове, воспользовавшись функцией эскаватор. Что? Снесите все, что есть на острове, воспользовавшись функцией эскаватор. Я сейчас буду плакать. Я же правильно поняла, что я должна удалить вообще все, и растения, и даже вот грот. Так, эскаватор.
Ну да, снести выравнивание ландшафта или всего участка. Но я не хочу вот это вот сносить, кустики, которые я ставила. Я не знаю, как это сделать. Так, если я нажму вот это вот, снести все. А мне денег за это дадут, если я снесу? Наверное, дадут. Наверное, то же самое будет, да, что я и кувалдой сделаю. Вот так вот. Я сейчас вот так вот. Раз. А что? Раз. И костер. И раковину. Так, а ловушки для рыбы мы сносим? Ну, видимо, сносим, наверное, шторм и ловушки тоже зацепи. Ой, а ловушки не могу смотреть, а ловушки остаются. Ну, хотя бы ловушки. И вот, все, мои груши все ушли. В следующий раз буду продуманней, буду хотя бы одну оставлять у себя в багаже, чтобы, знаете, чтобы хотя бы можно было ее вот в таком случае посадить. А я продолжаю сносить. Так, что у меня еще? Куст, я понимаю, я тоже сношу. Все, и грот. И даже грот мы сносим, правильно? И даже грот мы сносим. Все с нуля, друзья. Мы начинаем с нуля. Добро пожаловать на необитаемый остров. И я даже не знаю, с чего мне начать. Наверное, что? Будем сажать вот растения. Хорошо, что у нас есть хотя бы в багаже у персонажей вот веточки. Посадим свой садик вновь. Начнем все заново. Мои тут, видите, от стресса, они все в расстройстве, все испуганные, что как же так, что же нам теперь делать? Делать они тоже ничего не хотят, поэтому мы начинаем все сначала. Я вот опять сделала себе памятку, что мы можем купить, потому что я удалила ту, думала, все, мне она больше не пригодится, но оказывается, она в любой момент может пригодиться. Так, что мы можем купить? Так, давайте мы себе сразу можем позволить куст, мусорный бак и тент. На эти 3 предмета нам нужно 12 кустов и 12 травы. Это прикол. Это прикол. У нас даже кустов нету. У нас даже нет кустов. Ну, действительно, все сначала. Значит, сейчас я ничего не покупаю. У меня Асель там сама пошла вот сажать кустики, но я ей убрала это действие, иначе у нее сейчас появится оно в нелюбимых. Поэтому солнышко вот вышло, погода хорошая. И Джун пока может будет вот искать мусор на пляже, ракушки, чтобы сделать костер. А ты, Асель, я даже не знаю, отдохни. Вот я не знаю, как ты хочешь отдохнуть, ты хочешь с Эджуном поговорить, да? Ну вот поболтай с Эджуном, может быть тебе от этого станет получше. Нет, Эджун не в настроении сегодня. Извини, Асель, не сейчас. Эджун снимает стресс плаванием. Представляете, все, что он делал, сколько мы здесь, получается, уже 2 недели практически, да, прожили. Нет, поменьше, у нас сезон длится 2 недели, поменьше. Неделю с лишним, вот все, что они смастерили, все, что они нашли, у них унесло штормом, унесло ураганом. Не зря была такая гроза, помните, в первый день, это вот, видимо, она предшествовала этой буре. И я так радовалась в начале серии, что нам столько всего прибило к острову, столько всего полезного. И вот злой бог одним взмахом руки убрал все, что сделал для нас белый бог. Он такой: нет, это будет неинтересно, давайте-ка сначала. В общем, вывод какой я сделала? Нужно все время в багаже персонажа иметь в запасах семена деревьев, да, не все сразу сажать, ну и плюс не все продавать. Вот полотенца мы все продали, им теперь даже спать не на чем. Ой, и Джун у меня повеселела. И Джун сейчас здесь пособирает ракушечки, посадит нам кустики, чтобы мы хотя бы, знаете, на костер, чтобы нам опять насобирать на костер, а то без еды совсем плохо. Ой, черепашка, милая черепашка. Встретил черепашку, представляете? Давай, собирай еще ищем ракушечки. Так, смотрите-ка, время только 2 часа, а у нас уже вырос шпинат.
он, получается, так быстро растет. Давайте тогда мы посадим побольше шпината и потом все это дело заберем на кусты. И мы хотя бы, знаете, вот тент сделаем, ну, все, что, в общем... Так, а почему я не могу? Почему я не могу тебе дать посадить вот это вот сейчас? Вот целая отдельная плантация у нас будет шпината именно под кусты. Как только они вот вырастут, я их сразу заберу в багаж, и мы своим что-нибудь купим. Они себе опять растянут тент, знаете, чтобы хотя бы от дождя можно было спрятаться. Давай, Аселечка, старайся. Посади, пожалуйста, все эти кустики. Дождь у нас все так и не заканчивается, а Иджун рад, Иджун довольный, счастливый. Так, пошел Кассель, сам пошел Кассель. Что, у тебя настроение появилось, да? До этого он такой, нет, все, я расстроен, все, что я сделал, все уничтожил шторм. А сейчас такой, ну, ладно, я смогу это сделать снова. Не так и много у нас всего было, да? Вот семена белочки жалко, конечно. Но ничего, сходите еще раз в джунгли, может, еще белочку встретите. Асель у нас голодная. Так, может быть, ей рыбу какую-нибудь дать? У нас и рыбы-то не так много. Ой, торт нашел. И Джун нашел торт тухленький. Давай, Аселечка, это тебе. Иди, угощайся. Ни в чем себе не отказывай. Да, невкусно. Ну все, наступила ночь, теперь и Джун опять со страхом темноты, он ночью вообще ничего не любит делать, поэтому... Ой, нашел пляжное полотенце вовремя, и Джун, это очень вовремя. Хотя идет дождь, поэтому тот, кто прям очень сильно устал, плюхается на полотенце, кто не очень устал, тот ждет, когда освободится полотенце. Отправила Иджуна вот поспать. Он много, кстати, всякого мусора нашел. И вот еду нашел, рыбку. И у нас, смотрите, у нас уже заколосились кусты. Давайте я их заберу и хотя бы на тент, если нам хватит, тент 10 кустов. Нет, не хватит. Ждем еще кустики. Так, давайте, забираю кустики. Так, раз... 2, 3. Нам нужно было всего 12, чтобы я могла вот все возможное, что сейчас им доступно, сделать. Нужно нам 12 кустиков. Но я думаю, уже наберется, да? Сколько у нас уже? Вот, смотрите, уже 12. Но мы остальные сейчас тоже. Все, или это уже не наша плантация? Нет, наша. Это как раз было все под кустики. Забираю. И я считала, нам нужно 12 кустов продать. Так, отсчитываем 12 кустов. И еще 12 травы. Сейчас вот заберем. Ну вот, мы сейчас... так, мне не все нужно продать, а одно только. Так, а как я продавала? Кто помнит? Подождите, а вы мне как-то говорили, что есть какой-то фильтр. Вот, отлично, я нашла. Так, вот 12. Продаем 12 травы. Возвращаю нам на место куст. Так, что еще я хотела взять? Мусорный бак, 1 куст, 2 травы был. Вот наша бочка. Не ту я бочку нашла. Берем бочку и тент. Еще тент. И последнее, что мы смогли себе вновь вернуть, это тент. Возвращаю им тент. Пусть, надеюсь, хоть чуть-чуть он поможет им скрыться от дождя. А время уже 11 час. Асель сейчас у нас идет укладываться спать. Она сегодня спит под тентом, потому что полотенчико уже занято. И на этом тогда буду заканчивать серию. Вот такой у нас интересный получился эпизод. Вначале было много плюшек, а в конце у нас все эти плюшки забрали. Поэтому в следующей серии мы начнем все сначала. До скорых встреч!